Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами прямо на кухне устроим путешествие в тропики. Будем готовить сочный и солнечный торт пина-колада, банановый бисквит, кокосовый мусс, ананасовое компоте и самая ароматная пропитка с легким намеком на ром. А в качестве финального акцента сделаем вот такие реалистичные шоколадные кокосы для украшения. Этот тортик весит почти 3 килограмма, а в разрезе он настоящая магия. Обо всем подробно в этом видео. Готовим банановый бисквит. Если вы любите тропические вкусы, этот влажный пышный бисквит с насыщенным банановым ароматом станет вашей палочкой-выручалочкой. Удачная текстура, которая не оседает, и сбалансированная сладость точно попадут в вашу копилку любимых рецептов. И первым делом включаем духовку на разогрев. У меня режим вверх-вниз без конвекции, температура 165 градусов. В дежу миксера помещаем 4 яйца категории С1, по весу у меня 200 граммов. Следом высыпаем 170 граммов сахара и щепотку соли. Сахар на яйцах оставлять нельзя, иначе останутся частички желтка, которые так и не разойдутся. Поэтому сразу начинаем взбивать при помощи ручного или планетарного миксера. Взбиваем до получения белой пышной массы. Я взбиваю сразу на средне-высокой скорости, у меня 8 из 10. А пока займемся остальными ингредиентами. Соединяем 150 граммов пшеничной муки высшего сорта, 20 граммов кукурузного крахмала и 7 граммов разрыхлителя. Просеиваем через сито и еще раз хорошо перемешиваем все ингредиенты венчиком для равномерного распределения. Подготовим банановую составляющую. Один крупный спелый банан, приблизительно 200-220 граммов. Очищаем, ломаем на небольшие кусочки и складываем в емкость, в которой будет удобно пробивать погружным блендером. К банану добавляем 60 граммов растительного масла без запаха и 1 столовую ложку лимонного сока. Подойдет как свежевыжатый, так и искусственный. Пробиваем погружным блендером до однородности. Яйца взбились до идеальной консистенции. Масса стала пышной, светлой и воздушной. След, оставленный взбитой массой на поверхности, не сразу растекается. И мы можем переходить к следующему шагу. Объединяем взбитую яично-сахарную массу с банановой смесью и аккуратно перемешиваем буквально в несколько движений. Теперь в 2 захода добавляем сухие ингредиенты и аккуратно замешиваем бисквитное тесто. Чем дольше вымешиваем, тем менее воздушным и более жидким становится тесто. Проверяем донышко, чтобы не осталось ни промесов. И когда вся мука вмешалась, тесто готово. Берем 2 кольца диаметром 18 см. Их нужно заранее подготовить. Сделать донышки из фольги и установить сразу на противень. Смазывать маслом ни дно, ни бока колец не нужно. Распределяем тесто поровну по 2 кольцам и сразу же отправляем на выпечку. Такое тесто не может ждать. У меня бисквит выпекался ровно 30 минут при температуре 165 градусов, на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне духовки. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста, или легким нажатием пальцем на бисквит. Поверхность должна пружинить и не должно оставаться ямки после нажатия. Готовые бисквиты оставляем остывать в перевернутом виде, так они точно не осядут. Затем аккуратно снимаем фольгу с донышек и вырезаем бисквиты из колец. Проводим тонким ножом вдоль стенок, но главное не задевайте сам бисквит, а ведите нож по кольцу. Для идеального результата советую завернуть бисквиты в пленку и дать им отлежаться в холодильнике 6-8 часов. За это время они станут более плотными, будут меньше крошиться при нарезке, а пропитка и крем впитаются максимально равномерно. Но если времени совсем нет, можно собирать торты сразу после полного остывания бисквитов. В холодильнике бисквит хранится 3-4 дня. Главное завернуть его в 2 слоя пищевой пленки или убрать в герметичный контейнер. Если же нужно сохранить его дольше, отправляйте в морозилку. При глубокой заморозке от минус 25 градусов бисквит спокойно пролежит 2-3 месяца. В стандартной морозилке при минус 18 ориентируйтесь максимум на 1-2 месяца. Для заморозки важно дать бисквиту полностью остыть, а затем обернуть его в 2-3 слоя пищевой пленки. Размораживать лучше постепенно, переложив из морозилки в холодильник на 6-12 часов. Если же нужно разморозить быстрее, оставьте при комнатной температуре, не снимая упаковку. Повторно замораживать уже не стоит. И не забывайте, что бисквит легко впитывает посторонние запахи. Поэтому храните его подальше от рыбы, копчености, чеснока и других активно пахнущих продуктов.
Приготовим ананасовое компоте. Сочную солнечную прослойку для нашего торта. Если у вас, как и у меня, консервированные ананасы, просто слейте сироп, нам понадобится 150 мл, и нарежьте 200 граммов мякоти консервированного ананаса мелкими кубиками, размером приблизительно по полсантиметра. Но если вы используете свежий ананас, обязательно проварите кубики 5 минут в воде, иначе ферменты ананаса не дадут компоте застыть. В свежем ананасе есть природный фермент бромелайн, который может разрушить желирующие свойства пектина. Соединяем 8 граммов пектина NH и 40 граммов сахара. Тщательно перемешиваем до равномерного распределения. Если сироп очень сладкий, то сахар можно уменьшить до 1 столовой ложки. Но добавлять сахар нужно обязательно, поскольку пектин NH всегда вводится в смесь, предварительно смешанный с сахаром. Даже если мы используем сладкий сироп от консервированных ананасов, этот шаг пропускать нельзя. Сахар здесь выступает носителем, помогает пектину равномерно распределиться, а не слипнуться в комочки. В ковшик с толстым дном выливаем 150 мл сиропа от консервированных ананасов или же отвар от свежего ананаса и ставим на плиту на небольшой нагрев. Нагреваем до температуры приблизительно 40 градусов, важно не пропустить этот момент. И теперь дождиком высыпаем подготовленную заранее смесь сахара с пектином, непрерывно перемешивая венчиком. Затем доводим сироп до кипения и, помешивая, варим с момента закипания 1 минуту. Дольше варить не нужно. Выключаем нагрев, добавляем кусочки ананаса 200 граммов и 1 столовую ложку лимонного сока. Перемешиваем и готово. Для яркого вкуса можно добавить в остывшую массу 1 чайную ложку белого рома. Теперь берем силиконовую форму на 2 диска диаметром 16 см и укладываем ее на ровную доску или противень. Аккуратно распределяем наше компоте на 2 равные части. Стараемся, чтобы кусочки ананаса легли равномерно, а сами слои получились одинаковой толщины. После этого отправляем форму в морозилку на 2-3 часа. Компоте должно полностью замерзнуть. Если у вас нет таких силиконовых форм, используйте металлические кольца, застелив их пищевой пленкой. Или как вариант, охладите компоте в миске до состояния густого джема, а затем ложкой выложите при сборке торта, предварительно сделав бортик из крема, чтобы ничего никуда не вытекло. Приготовим стабильный и очень вкусный кокосовый крем для сборки торта. Все ингредиенты для него должны быть холодными прямо из холодильника. В большой удобной емкости соединяем сразу все ингредиенты. 600 граммов творожного сыра, 150 грамм жирных сливок жирностью 33-35%. Как приготовить такие сливки за 5 минут из молока и масла, смотрите в отдельном видео по ссылке в описании. 100 граммов кокосового пюре. Через сито добавляем 100 граммов сахарной пудры, разминая все слежавшиеся комочки. Количество сахарной пудры можете немного скорректировать по своему вкусу. И добавляем щепотку ванилина или 1 чайную ложку ванильного сахара. И теперь, начиная с минимальной скорости миксера, перемешиваем, чтобы ингредиенты сначала немного объединились. А затем включаем скорость чуть побольше и продолжаем перемешивать до получения матового, плотного и однородного крема. Все комочки сыра должны полностью разойтись. Я перемешиваю на 3-й скорости из 5 возможных. Один раз можно остановиться, снять крем со стенок и еще перемешать до однородности. Вот такой очень стабильный, гладкий и вкусный крем получился в результате. Крем нужно будет правильно распределить, чтобы этого количества хватило на все слои. Распределять будем таким образом. 330 граммов крема в слои с ананасовым компоте, таких слоя у нас будет 2, и 340 граммов крема пойдет в слой с кокосовым муссом. Готовим кокосовую пропитку для бисквита. В ковшик наливаем 200 мл молока, добавляем 100 граммов кокосового пюре, у меня оно замороженное, и добавляем сахар по вкусу, я добавила 10 граммов. Ставим на плиту на средний нагрев и доводим почти до кипения, чтобы кокосовое пюре растаяло и все крупинки сахара полностью растворились. Также вы можете пропитать бисквит просто сиропом от консервированных ананасов. Коровье молоко вы можете при желании заменить на кокосовое в пропорции 1 к 1. Как вариант, вместо кокосового пюре и молока можно взять кокосовые сливки. Когда пошел активный пар и появляются первые пузырьки по краям, снимаем ковшик с плиты
И добавляем 2 столовые ложки рома и половину чайной ложки ванилина или 10 граммов ванильного сахара. Ром можно добавить двумя способами. Сразу в горячую пропитку, в этом случае алкоголь немного выпарится и останется мягкий аромат без резкости. Или же в полностью остывшую пропитку комнатной температуры. Тогда сохранится весь букет и крепость рома. Перемешиваем, и пропитка готова. Готовим воздушный кокосовый мусс. И первым делом соединяем 3,5 грамма желатина и 21 грамм воды. Перемешиваем и оставляем для набухания. Сила моего желатина 220 блюм. Если сила вашего желатина отличается от указанной в рецепте, обязательно пересчитайте количество по таблице. Таблицей на экране и по ссылке в описании. Далее на разогретую сковороду высыпаем 15 граммов кокосовой стружки и обжариваем на среднем нагреве плиты, постоянно помешивая, приблизительно 2 минуты, до слегка золотистого цвета. Это можно сделать заранее. Кокосовый вкус таким образом получается в разы выразительнее, карамельные нотки от такой тепловой обработки уберут пустоту магазинной стружки. Вкус станет более многогранным. Далее соединяем 80 граммов растопленного белого шоколада, 10 граммов кокосового масла и 70 граммов кокосового пюре, желательно комнатной температуры. Тщательно пробиваем все вместе погружным блендером. Желатин набух, распускаем его аккуратно в микроволновке до жидкого состояния короткими импульсами. У меня кокосовое пюре было холодным, наполовину размороженным, и смесь в результате получилась достаточно прохладной. Поэтому я часть шоколадно-кокосовой основы добавляю к желатину и хорошо перемешиваю, для того, чтобы немного сблизить температуры обеих масс. И только теперь соединяю с основной частью шоколадно-кокосовой основы и тщательно перемешиваю до однородности. Так желатин не схватится комками. Если же ваше кокосовое пюре было комнатной температуры, можно смешивать все сразу. Далее 130 граммов сливок жирностью 33-35% взбиваем до полувзбитого состояния. Это такое состояние сливок, когда они достигли максимального объема, увеличились в 2-2,5 раза. На поверхности появляется рельеф, но сливки еще не дошли до стадии мягкого пика и пока стекают с венчика. Перед объединением со взбитыми сливками температура кокосово-шоколадной основы должна быть 25-30 градусов. Слишком горячая растопит сливки, холодная быстро загустеет. Чтобы проверить температуру без термометра, капните каплю на запястье, должно быть нейтрально тепло. Собираем мусс, основу соединяем с кокосовой стружкой и перемешиваем. А затем в 2 захода добавляем взбитые сливки. Если у вас на кухне прохладно и мусс начинает схватываться прямо в миске, просто поставьте его в выключенную духовку вместе с большой кружкой кипятка. Пар создаст нужный микроклимат и сохранит мусс в идеальном состоянии до момента сборки торта. Если у вас есть время, идеально залить мусс в кольцо диаметром 16 см и заранее заморозить. Замороженный мусс – это очень удобно. Он держит безупречную форму, не растекается, и собирать торт можно не спеша. Такой способ идеален, если вы готовите торт заранее. Но иногда необходимо делать все быстро и нет возможности ждать заморозки. В этом случае готовьте мусс в последнюю очередь, когда все основные компоненты уже готовы. А дальше я покажу, как собрать торт без заморозки мусса, просто следуйте моим шагам. Приступаем к сборке торта. У нас для этого уже все готово. Собирать торт будем в кольце с ацетатной пленкой. Достаем отлежавшийся бисквит из холодильника и срезаем верхнюю корочку. Таким образом крем лучше сцепится с поверхностью бисквита, а в готовом торте не будет отслоений. Теперь каждый бисквит аккуратно разрезаем на 2 коржа. Я это делаю при помощи ножа с зубчиками для нарезки бисквитов. Сначала намечаем, делая по кругу неглубокий круговой надрез, а затем, медленно поворачивая бисквит, пилящими движениями заглубляем нож до полного разрезания. Если к моменту сборки торта пропитка уже остыла, подогрейте ее до температуры приблизительно 65 градусов. Бисквит пропитывается лучше всего на контрасте температур. Горячая пропитка плюс холодный бисквит. Достаем замороженные ананасовые диски. Они полностью замерзли, легко извлекаются и идеально держат форму. Теперь их можно сразу же использовать для сборки торта или хранить в морозильной камере до месяца, тщательно завернув в несколько слоев пищевой пленки.
На подложку укладываем первый бисквитный корж и пропитываем. Затем распределяем слой крема и укладываем замороженное ананасовое компоте. Закрываем ананасовый диск кремом по бокам и разравниваем палеткой. Добавляем сверху немного крема на ананасовое компоте, чтобы бисквит приклеился. Укладываем следующий бисквитный корж и пропитываем. Распределяем слой крема. И для дальнейшей сборки обязательно устанавливаем кольцо с ацетатной пленкой. Плотно затягиваем кольцо и фиксируем зажимом. Делаем бортик из крема. Этот бортик должен быть достаточно высоким, таким же по высоте, как слой мусса, чтобы ничего нигде не вытекло. Повторюсь, что для вашего удобства можно заранее мусс заморозить в кольце и просто выложить замороженный диск так же, как мы это делали с ананасовым компоте. Кладем следующий бисквит и пропитываем. Распределяем слой крема, укладываем замороженный ананасовый диск и закрываем бока кремом. Накрываем последним бисквитом и хорошо пропитываем. Собранный торт накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 8-12 часов, чтобы он отстоялся, пропитался и стабилизировался. Удобнее всего оставить на ночь. За это время произойдет настоящая магия. Все слои подружатся, ароматы смешаются, и на утро вы получите идеально сбалансированный по вкусу и текстуре торт. И когда наш торт как следует отдохнул, приступаем к приготовлению крема для финишного покрытия. Этот крем настоящий универсал. Он дает прочное стабильное покрытие, которое станет идеальной основой для разного вида декора. Из амальта, мастики, вафельного декора. Также он подходит под велюр и прекрасно окрашивается пищевыми красителями. К тому же этот крем очень вкусный. Но чтобы все получилось на 100%, есть важные нюансы. О них я расскажу максимально подробно. Этот рецепт легко запомнить, все ингредиенты берутся в равных пропорциях. Ингредиентов всего 3, но от их качества зависит абсолютно все. Первый ингредиент – сливочное масло. Жирность строго 82,5%. Оно должно быть размягченным, но не растаявшим. Идеальная температура для взбивания сливочного масла от 18 до 21 градуса. Но масло, которое остается мягким даже в холодильнике, не подойдет. Оно быстро начнет таять и испортит всю стабильность крема. Второй ингредиент – творожный сливочный сыр. И здесь та же история. Чем плотнее и менее влажный сыр, тем стабильнее будет наш крем. Я использую творожный сыр с массовой долей жира 70%. Постарайтесь найти тоже самый плотный. И третий ингредиент – белый шоколад. Правило простое: берите максимально качественный шоколад из доступных вам. Он влияет не только на текстуру, но и на вкус. Приступаем к приготовлению крема. Первым делом растопим 200 граммов белого шоколада. Я делаю это в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, постоянно перемешивая, чтобы не перегреть. Его можно растопить и на плите, и на водяной бане, главное дать ему остыть до температуры 30-35 градусов, не больше и не меньше. Как правильно растопить шоколад несколькими способами, смотрите в отдельном видео по ссылке в описании. Взбиваем 200 граммов сливочного масла до состояния легкого воздушного крема. Из плотного и желтоватого оно становится почти белым и увеличивается в объеме. Обычно на это уходит несколько минут на высокой скорости. Теперь добавляем к маслу 200 граммов холодного творожного сыра. И здесь ключевой момент. Нам нужно не взбивать, а тщательно перемешивать до полной однородности, чтобы не осталось ни единого комочка. Периодически останавливаем миксер, снимаем массу со стенок и продолжаем перемешивать. Вводим подостывший шоколад в кремовую массу в 2-3 захода и после каждого добавления быстро, но аккуратно перемешиваем миксером на средней скорости. Если промедлить, то шоколад начнет кристаллизоваться в холодной сливочно-сырной массе и в креме появятся крупинки. Этого нам допустить нельзя ни в коем случае. Если крем получился жидковатым, значит шоколад был слишком теплым. В этом случае просто отправьте его ненадолго в холодильник или на 15 минут в морозилку, а потом снова перемешайте миксером. Крем очень удобный в работе, на холодном торте он схватывается достаточно быстро, но не моментально. Поэтому у нас будет время на идеальное выравнивание и правки. Перед выравниванием тщательно выглаживаем крем лопаткой, чтобы вышли пузыри воздуха. Заполняем мешок не до конца, примерно на 2/3, так его будет гораздо проще и легче держать.
Перед началом работы хорошо проминаем мешок руками, выгоняя воздушные пузыри наверх. Наша цель – однородная плотная масса без пустот. И после этого смещаем крем вниз к отверстию, создавая нужное давление. Это нам обеспечит непрерывную полосу крема и предотвратит выстрелы воздухом в процессе нанесения. Освобождаем торт из формы и аккуратно снимаем ацетатную пленку. Если при снятии образовались небольшие неровности или видны крошки, не переживайте, сейчас мы это исправим. Выравнивание торта сделаем в 2 этапа. На первом черновом покрываем торт тонким слоем крема. Если на пленке остались небольшие остатки крема, аккуратно собираем этот крем палеткой и тоже используем для чернового покрытия. Черновое покрытие помогает склеить крошки, чтобы они не попали в чистовой слой. Теперь желательно убрать торт в холодильник хотя бы на 10-15 минут, чтобы финишный этап выравнивания прошел намного легче и аккуратнее. У мешка срезаем небольшой уголок, чтобы получить отверстие приблизительно 1 см. Наносим крем по всей окружности торта полосками равной ширины. Здесь важно работать в тандеме с поворотным столиком. Одной рукой выдавливаем крем, а второй постоянно и плавно вращаем столик. Теперь берем высокий прямой шпатель, и наша задача снять основные излишки. Держим его под углом примерно 30 градусов к боковой поверхности торта. И вращая поворотный столик, просто позволяем шпателю снимать лишнее. Сильно давить не нужно. После этого этапа появились просветы и пустоты. Точечно заполняем их кремом при помощи палетки и снова проходимся шпателем. Наша цель – добиться ровного однородного слоя по всей боковой поверхности. Когда бока торта выровнены, переходим к верхушке. Также наносим крем из кондитерского мешка и распределяем палеткой. У краев торта формируем излишек крема, чтобы угол по периметру торта в результате получился ровным. Снова берем чистый шпатель, ставим его под углом и, плавно вращая столик, аккуратно выравниваем образовавшийся сбоку излишек крема. Крем со шпателя каждый раз снимаем палеткой. И в результате этих движений по периметру верхушки торта образуется так называемая корона из крема. Мы уже на финишной прямой, и здесь важна чистая техника. Старайтесь вести шпатель, совершая полный оборот поворотным столом, не отрывая руки, чтобы на боковой поверхности осталось минимум следов от шпателя. Теперь снова берем палетку и снимаем образовавшуюся корону из крема, каждый раз очищая палетку о шпатель. Если вы только учитесь и выравнивание занимает много времени, делайте паузы. Как только чувствуете, что крем стал слишком мягким и липким, сразу же уберите торт в холодильник минут на 15. Он остынет, станет плотнее, и вы спокойно продолжите работу. Торт выровняли, и теперь он готов к дальнейшему украшению. Пока крем не застыл после выравнивания, торт обязательно нужно перенести на толстую жесткую подложку или плоское блюдо, на котором будете подавать. Иначе на тонкой и гибкой основе крем обязательно потрескается. И нам осталось подготовить декор для торта. Сегодня мы с вами сделаем потрясающе красивые и реалистичные шоколадные кокосы. Это прекрасный декор для любых тортов в тропическом стиле. Не пугайтесь, если вы делаете это впервые, я подробно и по шагам все объясню. Мы будем использовать не глазурь, а настоящий темперированный шоколад, чтобы наш декор был и вкусным, и выглядел профессионально. Если же вы хотите упростить себе задачу, то можно использовать шоколадную глазурь. Ее темперировать не нужно, достаточно растопить, и можно сразу использовать. Итак, нам понадобится 100 граммов молочного и 100 граммов белого шоколада. У меня шоколад в колетах, это очень удобно. Также нам понадобятся формы для полусфер. Я буду использовать силиконовые. Размер ячеек моих форм 8, 4 и 3 см. Темперировать шоколад будем методом посева. Первым делом откладываем холодный посев, который поможет нам охладить массу. Это примерно четверть от всего шоколада. Оставшуюся часть шоколада я растапливаю в микроволновке до 45-50 градусов. Главное делать это короткими импульсами по 15-20 секунд и каждый раз хорошо перемешивать. Теперь добавляем наши холодные колеты в растопленную массу и начинаем активно перемешивать. Наша цель растопить все эти кусочки и остудить весь шоколад до температуры 27-28 градусов. Если температура стоит на месте и не хочет опускаться до 28 градусов, значит нашего посева было маловато. Это частая ситуация, и она решается за секунды. Просто добавляем еще немного холодных колет, буквально на глаз, и продолжаем перемешивать, пока термометр не покажет наши заветные 27-28 градусов.
Остался последний штрих – слегка подогреть массу на несколько секунд, чтобы убрать лишнюю густоту и довести ее до рабочей температуры 31-32 градуса. Главное не перегреть выше 34 градусов, иначе кристаллическая решетка разрушится и нам придется все делать заново. Наш шоколад идеально темперирован, переливаем его в кондитерский мешок и приступаем к созданию кокосов. Делаем шоколадную скорлупу для кокоса. Работать нужно быстро. Обратной стороной чайной ложки или с помощью кисточки аккуратно наносим первый слой шоколада внутрь каждой полусферы. Стараемся распределять его равномерно, без проплешин, уделяя особое внимание верхней части полусферы, чтобы они у нас потом не сломались. Чтобы стенки получились прочными и похожими на настоящую скорлупу, нам нужно нанести минимум 2 слоя шоколада. Поэтому после нанесения первого слоя отправляем форму в холодильник минут на 10-15, чтобы шоколад схватился. А для ускорения процесса лучше убрать в морозилку. По мере кристаллизации шоколада достаем по очереди формы и наносим второй слой молочного шоколада. Снова убираем в холодильник до полной кристаллизации. А чтобы шоколад в мешке не застывал во время работы, просто пару раз кратковременно прогревайте его обычным феном с расстояния 15-20 см. Буквально 2-3 секунды прогреваем мешок, немного разминаем и можно продолжать. Главное не перегреть, чтобы не разрушить кристаллическую решетку. И нам осталось добавить мякоть кокоса. Для этого проделываем такой же процесс темперирования с белым шоколадом. Процесс абсолютно идентичный, но важно помнить про другие температуры. Растапливаем шоколад также короткими импульсами до полной однородности. Температура плавления белого шоколада 40-45 градусов. Для работы с шоколадом я рекомендую использовать пирометр. Это бесконтактный термометр, просто навел и сразу видишь точную цифру. Это гигиенично и удобно. Обычный щуповой термометр для шоколада не так хорош, его нужно постоянно мыть и он может показывать неточно. Добавляем посев и активно перемешиваем. Мешаем до тех пор, пока температура не опустится до 26-27 градусов. Если ваши затравочные калеты очень крупные, их можно немного измельчить в блендере. Это не разрушит кристаллическую решетку шоколада, но ускорит его плавление. Главное не перемалывать слишком сильно, а просто раздробить на более мелкие кусочки. И последний шаг. Легкий подогрев приблизительно 5 секунд в микроволновке или при помощи фена, чтобы довести массу до финальной рабочей температуры 29-30 градусов. Берем наш темперированный белый шоколад и перекладываем в кондитерский мешок. Достаем форму с застывшей скорлупой и тонким слоем наносим белый шоколад поверх молочного. Это будет наша сочная кокосовая мякоть. Пока шоколад не схватился, быстро посыпаем кокосовой стружкой. И точно так же делаем мякоть большим полусферам. На холодном шоколаде этот слой будет быстро схватываться. При необходимости можно перевернуть форму и дать стечь излишкам шоколада, а затем зачистить форму шпателем. При желании вы можете сделать и белый шоколад в 2 слоя. После каждого убирая форму в морозилку или в холодильник, так же как мы делали для скорлупы. Убираем все формы в холодильник до полной кристаллизации шоколада. Когда все слои хорошо застыли, аккуратно извлекаем полусферы из формы. Главное делать это не спеша, чтобы не сломать. И вот такие половинки у нас получились в результате. Теперь нам нужно соединить 2 половинки в один целый шар. По краям осталась кокосовая стружка. Чтобы наши половинки склеились идеально ровно и прочно, нам нужно аккуратно счистить эту стружку с краев ножиком. Мы делаем это для того, чтобы поверхности для склейки были чистыми и гладкими, чтобы шов был менее заметным. Переходим к самому ответственному – склеиванию половинок. И для этого у меня есть отличный лайфхак. Я беру кондитерский металлический шпатель и немного прогреваю его обычным феном. Аккуратно касаемся краями половинок кокоса поверхности нагретого шпателя. Буквально на пару секунд. Быстро, пока он не застыл, прикладываем половинки друг к другу и слегка прижимаем. Шоколад схватывается, прочно склеивая наш кокос. После склейки на стыке образуется излишек шоколада. Аккуратно протираем это место пальцем в перчатке, чтобы загладить шов. И теперь наши собранные кокосы нужно ненадолго отправить в холодильник, буквально на 3-5 минут. И мы сможем спокойно переходить к следующему этапу. Это окончательно закрепит место склейки, шов станет максимально прочным, и мы сможем спокойно переходить к следующему шагу – созданию текстуры, не боясь, что кокос у нас развалится в руках. И когда шоколадные кокосы собраны и стабилизированы, осталось придать им текстуру и натуральный вид. Берем несколько зубочисток и скрепляем их резинкой, чтобы получить своеобразный гребешок.
И теперь легкими движениями царапаем всю поверхность шара. Это создаст ту самую характерную волокнистую текстуру кокосовой скорлупы. И вот что у нас в результате получается. Теперь берем нож с мелкими зубчиками. Не нужно стараться сделать идеально ровно. Чем естественнее и неровнее срез, тем более реалистично он будет смотреться. Лучше даже специально срезать так, чтобы был виден белый слой мякоти кокоса. Шоколадные кокосы готовы. Они не только прекрасны как декор, но и очень вкусные. Располагаем кокосы на торте, как душе угодно. Добавляем яркие акценты для цвета. И добавляем главный штрих – коктейльный зонтик. Он переносит нас прямиком на пляж. Но самое главное волшебство скрыто внутри. Давайте же заглянем в сердце нашего торта. И вы посмотрите, какой разрез. Здесь и влажный банановый бисквит, и нежнейший кокосовый мусс, который просто тает во рту, и гармоничное сочетание бархатного кокосового крема и сочной сладости ананасового компоте. Это тот самый вкус, ради которого стоит повозиться на кухне. И напоследок хочу коротко резюмировать, чтобы вы не боялись этого рецепта. И вот такой я предлагаю вам идеальный план подготовки. За день до сборки торта испеките бисквиты, остудите, заверните в пленку и уберите в холодильник. Приготовьте ананасовое компоте, разлейте по кольцам и заморозьте. Сделайте шоколадные кокосы, их вообще можно сделать за несколько недель. Они прекрасно хранятся в герметичном контейнере в холодильнике до 1 месяца. Так что это идеальный декор, который не придется делать в последний момент. А в день сборки торта приготовьте кокосовый мусс. Я показала сборку без заморозки, но если вы хотите упростить себе жизнь, залейте мусс в кольцо и тоже заморозьте. Так собирать торт будет в разы проще. Далее приготовьте крем для сборки и пропитку. Соберите торт и дайте ему пропитаться в холодильнике ночь. Разделите процесс, и у вас получится идеальный торт без суеты. Обязательно сохраняйте это видео в плейлист, чтобы все этапы были под рукой. Ну а я надеюсь, что рецепт был понятным и полезным. Если будете повторять, обязательно покажите результат в моем телеграм-канале. Мне всегда очень интересно видеть ваши результаты. Спасибо, что готовили со мной сегодня. Хорошего вам настроения и приятного аппетита. До новых встреч и до новых вкусных рецептов.